Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу представить вам на обзор триммер, или точнее машинку для бритья фирмы Philips. Точное название данной машинки для стрижки HC3525, 3000 серия. Одна из лучших машинок для бритья, на мой взгляд, на сегодняшний день по цене и по своим характеристикам. Друзья, более подробно рассмотрим коробку. Что здесь интересного? Можете увидеть, что у них аккумулятор, то есть они работают как от сети напрямую, так и от аккумулятора, что очень удобно. У них есть подъемный механизм, чтобы удобно подстригаться, не сбрить лишнее. И ножи, которые не требуют смазки и самозатачиваются якобы. Внутри, если распаковать коробку, машинка для бритья выглядит вот так. Вот здесь есть инструкция как на русском языке, так и на нескольких других языках уложена была. Вот это вот маленькая книжечка, которая показывает, как машинкой пользоваться. То есть ей, по идее, можно даже еще и брить бороду. Но бороды у меня нет, поэтому я вам не могу рассказать, насколько это удобно делать. Но есть отдельная специальная насадка. Ну, естественно, брить волосы, равнять виски. В общем, вот такая вот книжечка. Инструкция на русском. Тут еще была карточка для гарантии. Есть вот приложение вот такое вот, что соответствует ГОСТам, сертификат соответствия. Не знаю, кому это надо, но покажу вам. Таких вот инструкций очень много. Практически на всех языках, которые только могут быть. И на русском, и на украинском, и на казахском, и на европейских языках, и на китайском. Очень много таких книжек. Это вот книжечка с русским языком. Если кому-то надо, я думаю, на паузе прочитаете. Основной посыл здесь, что надо ее утилизировать бережно, не класть в микроволновую печь, не мочить, воду не ронять, ну и так далее. А теперь давайте перейдем непосредственно к обзору самой машинки. Итак, в комплекте идет вот такой вот удобный пакетик, чтобы ее хранить. В коробке, наверное, держать не будете, а пакетик пригодится. Машинка выглядит вот так вот. Сюда вставляется провод для ее зарядки. Шнур стандартный с надписью Philips. Такой же, кстати, как и у бритв Philips, который я вам показывал на одном из обзоров. Мне кажется, они все стандартные, эти зарядные устройства, универсальные. Но тем не менее, вот для машинки свой шнур. Лучше, конечно, заряжать с помощью его. Аккумулятор заряжается в течение 8 часов. Хватает его на 40 минут беспрерывной работы. В процессе зарядки есть индикация, которая показывает, что машинка заряжена. Данной машинки от одного заряда хватит на несколько стрижек. Аккумулятора вам хватит на очень долго. У меня старая машинка, ей хватило на 7 лет. Вот сейчас вынужден был купить новую, и то не потому, что аккумулятор у нее сел, а потому что у нее сломалось крепление лезвий. Но это отец ей пользовался, он неудачно что-то там сделал, и то она ему много лет прослужила. Ну, сами считайте, стрижетесь вы где-то раз в месяц, это всего лишь 12 раз в год. Эта машинка вам практически на всю жизнь хватит, если аккуратно ей пользоваться. Включается машинка очень легко при помощи этой кнопки. Просто передвигаете ее вперед. Это миллиметры устанавливает, на сколько миллиметров вы хотите подстричься. Снимается машинка для чистки вот с помощью этой кнопки. Нажимаете на нее, и вот режущий блок снимается. Вот так вот выглядит сам режущий блок. Его, наверное, тоже можно менять, но опять же он не требует смазки, он самозатачивается, и полагаю, он вам будет служить весь срок службы этой машинки
Ну, по крайней мере, лет 10 он вам отслужит, а дальше вы уже, наверное, поменяете новую машинку, нежели новый режущий блок будете искать. Одевается он сначала вперед, вот так вот, и затем нажимаете. Вот он захлопнулся. Вот. Теперь касаемо насадок. Вот эта вот насадка для стрижки волос. Одевается очень просто. Совмещаете вот эти вот полозья. Видите? И немножечко до щелчка впихиваете. И регулируйте, какую длину вы хотите подстричь. С помощью уже вот этого вот лифта. Это вот практически максимальная длина. Я хочу сказать, что достаточно большой запас. Я вам даже скажу, какой у нее максимальная длина стрижки. Вот здесь написано максимальная длина стрижки. Это 23 мм, минимальная 0,5 мм. Ну, то есть это под 0, грубо говоря. Я думаю, ее хватит всем. Снимается машинка также вот. Просто вытаскивается, насадка снимается. Все сняли. Это назад переместили. Вот. Вторая насадка. Для того, чтобы равнять бороду. Здесь вот такая вот бумажка. Я ее не снимаю, чтобы насадки не путать, так как я, еще раз говорю, не пользуюсь. Ну, как она выглядит, я вам все равно покажу. Вот так вот выглядит насадка для подравнивания бороды. Опять же, друзья, бумагу не хочу снимать, просто чтобы не путаться. Потом запутаюсь, где, для чего какая. Вот. То есть здесь вот специальные такие вот штучки, видите, в отличие от первой насадки есть. Вот. Это насадка вот для волос, которая. Ну, естественно, если хотите бриться под 0, то насадки вам не нужны. Или височки подровнять, просто без всяких насадок это делаете. И 2 насадок вполне достаточно. Есть, конечно, триммеры, где еще волосы можно в носу убрать. Уши, наверное, стричь, не знаю там. Но там уже совсем другие деньги, и мне это не надо. Ну, потому что этот триммер в основном для стрижки моего отца. Он уже совсем старенький и очень удобно его подстригать именно дома, чтобы ему не ходить в парикмахерскую. То, что надо. Опять же, аккумулятор, без всяких проводов. Вот он для этого и куплен. По цене, друзья, данный триммер я покупал за 2500 рублей на Яндекс.Маркете. Это было где-то в 20-х числах февраля. То есть совсем недавно. Это вот новая машинка, поскольку старая пришла в негодность. Сломалась, я вам уже рассказал. Ей уже больше 7 лет. Вот. Сейчас из-за кризиса, кстати, цена его на Яндекс.Маркете уже, друзья, подорожала. Он уже стоит 2990 рублей. То есть он уже стал стоить 3000. Это вот вам санкции дало. Ну или то, что евро подорожало. Вот как тут на картинках он был нарисован. Вот. Такие вот картиночки. Также здесь есть щеточка, которой можно удалять волосы из насадок. Насадки мыть можно. Вот этот вот режущий блок тоже, если необходимо будет промыть, снять можно, чтобы его вымыть. Вот. Но саму машинку ни в коем случае под воду, написано в инструкции, не опускать. То есть она боится воды, это вам надо учесть. Если вы хотите триммер, который можно мыть, которым можно бриться под душем, то вам нужно другой, конечно. Вообще, на мой взгляд, опять же, есть, если вам нужен профессиональный триммер,
Если вы ходите куда-то на курсы парикмахеров, то вам, естественно, скажут, какую машинку покупать. Там уже совсем другого уровня идут аппараты. И они, кстати, все, на мое удивление, требуют именно масла. Для дома, для одного-двух человек это, я считаю, идеальная машинка. Вам не надо будет никакие там смазки, ни о чем думать. Просто берете и подстригаете. Спрашивайте, у кого есть вопросы, я отвечу. Всем пока. Спасибо за внимание.